Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Второй прогноз. Конец июля, август. Развилка, момент перехода между прошлым и будущим. Давайте узнаем. Даты обычно у нас не заканчиваются какой-то демаркационной линией. Конец июля и уже август. Что перейдет из событий июля в август? Но я должна сказать, что планетарно у нас, как и конец июля, это время такое более спокойное. И как минимум за счет планетарных транзитов, первая половина августа, она тоже ожидается в таких спокойных энергиях. А вот какие-то перемены или уже более внезапные события, поворотные, может быть, события, это уже ближе к концу августа. Или как минимум, пусть это будет связано с новостями, какой-то информацией. Может быть, у нас словно какие-то дороги, пути откроются. Но определенный период статики я могу предположить. И чаще он нам дается для того, чтобы мы как укоренились или сделали что-то для себя, может быть, на банальном таком бытовом уровне что-то хорошо, больше порядка в своей жизни навели, может быть и так. Ладно, давайте мы будем смотреть, что происходит сейчас, или, может быть, что у вас уже накипело. Это будет первый вопрос, а второй он будет вытекать из первого. Что вы не видите или чего вы не видите? И для этого нам необходима именно первая позиция. И также вы можете определиться, подходит вам этот расклад или нет, хоть объединяет один знак зодиака. Всегда говорю, давайте будем реалистами. Личная жизнь все-таки у каждого своя. Итак, что происходит сейчас или что накипело? Накипело точно. По пятерке чаш какие-то разочарования, какая-то ситуация, которая не меняется. Хотя карта говорит, отпусти эмоции, пятерка кубков, выплакать как бы это горе или позволить себе, чтобы вот эти самые эмоции, которые, может быть, вы стараетесь держаться из последних сил, да? А тут наоборот, надо не сдерживать эти эмоции, а как выплеснуть, дать возможность им выйти, иначе они на вас, не ну прямо скажем, по пятерке кубков не самое полезное влияние оказывают. А почему? А потому что что-то идет не так. Было много планов, может быть, много было задумано, обещано, может быть, вы с кем-то уже строили эти планы, но вот именно сейчас ничего не происходит. И вот сейчас пауза какая-то может быть, а вот в планах уже есть куда-то стартануть, поехать, может быть, отправиться. По шестерке мечей это уже сама по себе карта заслуженного успеха, но это тот успех, который не дается нам быстро. Это тот успех, который мы строим так планомерно, настойчиво где-то, но и этот успех не заберет никто. Может быть, для кого-то из вас конкретно собирались куда-то поехать, отправиться, и вот не то чтобы пути, дороги закрыты. Мы, кстати, спросим, достанем специальные карты, что там у нас в дороге, да, на перемещение, на путешествие, поездки. Но вот именно сейчас, наверное, либо препоны какие-то или невозможность, может быть, осуществить какое-то дело, или буквально, может быть, переезд, потому что планы как будто приходится менять. Или, может быть, и менять-то вы ничего не меняете, а драйва нет, мои дорогие овны. Вот давайте мы узнаем, так чего же вы не видите? Это больше ваше восприятие. Вот ориентируйтесь, насколько на самом деле вам подходит этот расклад. И посмотрите, чего вы не видите. Карта победителя. Ну, а также у нас шестерка жезлов – это ведь тоже своеобразный драйв. Это всегда действия. Действия укладываются от 1 до 6, если мы берем так вот нумерологию. И первое – это первая фаза или первая ступень, а 6. Почему второй всегда бывает победа? Ну, или если мы на гексаграмму переложим китайскую, но это где-то очень тоже символично. Поэтому вроде бы мы чего-то достигли, а мы привыкли или нам хочется вот этого самого движения, драйва, а тут уже ничего не происходит, потому что даже сама карта Таро говорит, а теперь твоя задача, Овен, сохранять эту победу, укрепиться, все то, что я говорила. Но, может быть, душа просит полета, а нам говорят, что нет, тебе именно нужно, как и порядок, или укрепить свое положение. Вот вы чего-то не видите. Скорее всего, вы это видите, но по какой-то причине вы или сомневаетесь, или вы тут у вас уже планов каких-то добавилось больше, и вы хотите еще что-то реструктурировать, изменить, и причем хочется это сделать быстро. Быстро хочется, но, наверное, быстро не получится. Может быть, у кого-то из вас вообще прекрасный период в жизни. Посмотрите, королева чаш. Ведь это, по сути дела, нам карты говорят, ты немножко свою личную жизнь, вот сейчас ею займись.
Ну, у кого-то это вопросы любви, вопросы пары, может быть, семьи, детей. Ну, все что угодно может быть по этой карте, но это всегда тот человек или те наши люди, которые нас любят, которых любим мы. Вообще это спокойная карта с очень большой долей эмпатии, гармонии, и никакого меркантилизма вообще нет, или меркантильности, мои дорогие. Поэтому вот действительно укрепить свои позиции, а вам как будто хочется чего-то другого. Ведь по пятерке это воспоминание о прошлом, что у нас не получилось, может быть, какой-то конкретный контекст, вот вы хотели сделать именно по-своему. Нет, это не случилось, не срослось. А по семерке кубков так тут планов громадье. Но тут вот есть какой-то хаос, который путаница в мыслях, и пока непонятно, как идти или куда идти, и, может быть, не все еще, и пока как не все двери открыты, а тем не менее. Удели внимание самому себе или самой себе. Может быть, и правда, какими-то займись более, ну, как хлебом насущным или теми вопросами, которые ты уже совершил, себя поблагодари. Наоборот, по шестерке жезлов, это мы говорим, какие мы молодцы, мои дорогие. Ну, поэтому куда-то даже обе карты нас не призывают. Это ведь мы спрашиваем, чего вы не видите? Обе карты не призывают нас к какому-то драйву, движению или суперактивности. Закрой в прошлое в дверь. Вот здесь нужно что-то определить для вас. Но это как какая-то перезагрузка, что для вас важно на самом деле. Не сиюмоментное или, ну, где-то, может быть, и по части вот этих вот желаний, да, обратись более к реальной части самого себя. Потому что явно есть что-то важное. Может быть, вот эта победа и требует перезагрузки и одновременно, ну, анализа пройденных ошибок. Потому что по десятке мечей мы закрываем в прошлое дверь. Вот, значит, есть какие-то детали, которые мы не можем осуществить, по крайней мере, и в ближайшее время, или сейчас. Ну, по десятке это чаще то, что уже отходит. И нет смысла продолжать. Может быть, кто-то из вас думает, дай-ка я попробую еще раз какой-то реванш. Тогда десятка мечей говорит, нет, это уже, ну, не имеет значения в твоей жизни. Ладно, вот давайте теперь мы спросим, что же у вас в доме? Вот дела домашние, может быть, и конкретно с недвижимостью. У кого-то те, кто в паре, это ваши еще и домочадцы, ну или буквально стены. Так что же в вашем доме? Король жезлов. С одной стороны, ваша карта. С другой стороны, конечно, это у нас харизматичный лидер. Это когда хочется сделать тоже что-то по-своему. Планы, безусловно, есть. Может быть, это ваш близкий человек, но я больше вижу именно вашу собственную энергию, ваше где-то доминирование, мои дорогие. Может быть, я у кого-то так и могу тоже предположить. Это ваш близкий человек, и его доход. Все-таки девятка чаш – это более материальная карта. Хоть и говорят часто, кубки – это эмоции, но не всегда. Это те эмоции, когда мы испытываем, когда у нас все как-то так слажено или находится на своих местах. Ну, в той или иной степени, но, в принципе, ну, уже где-то нами программируемо или предсказуемо, понимаете? По этой карте мы можем себе и даже должны позволить отдых. Может быть, это ваши планы, или вы, когда хотите как раз что-то еще осуществить, может быть, быстро. Но карта нас тоже останавливает в доме. У тебя сейчас все стабильно в доме. И поэтому улучшать, как и жилищные условия, может быть, среду обитания, мои дорогие. Может быть, и есть какой-то ваш план или идея фикс. Но опять же, девятка чаш нас предлагает, приглашает больше даже расслабиться, не суетиться, мои дорогие, и не отдавать команды, позволить себе насладиться моментом. По тузу мечей мы как будто уже нашли. Вы уже знаете, как правильно поступить. Вот вообще Овен по части личной жизни или вопросов дома вы словно определились. Может быть, это где-то происходит окончательно в течение июля-августа. Часто ведь по тузу мечей это как выход из лабиринта. Может быть, вы ожидаете какого-то известия. Кстати, вверху у нас шестерка мечей. Но тут придет, значит, все в свое время. Может быть, и карта где-то вам немножко предсказывает или предлагает допустить, что ты еще услышишь какую-то новость. И вполне вероятно, вот
Если есть, мои дорогие овны, у вас какие-то задумки конкретно по поводу вашего жилища, вашего дома, но сейчас что-то становится на паузу, либо бумаги не подписываются, ну вот на нашем бытовом уровне, либо какие-то согласования не проходят, и вам вроде как нужно подождать. Вы бы и хотели что-то быстрее, а вот не получается. Не переживайте, вот у вас практически где-то будет в жизни вот это важное известие, которое в конечном итоге выход из лабиринта, из какой-то путаницы, и будет означать. Давайте мы узнаем хорошо, что у вас сейчас на сердце. Ну, разочарование по башне. Вы, кстати, можете переживать по поводу того, что получится, не получится что-то осуществить. Вот смотрите, 13-й старший аркан и башня тоже старший аркан. Ну и верховная жрица старший аркан. Что на сердце? Да какие-то неопределенности. У кого-то это может быть на сердце, ну, даже любовный треугольник, или вы находитесь, вот как верховная жрица, на вторых ролях, или о вас, но вы как скрыты. Может быть, такие сложные отношения, когда о вас человек не говорит, или вы где-то тайно встречаетесь. Ведь вы верховная жрица– это тайная персона чаще всего. И мы говорим именно, что на сердце. Это может еще и означать для кого-то из вас, это ваши, опять же, какие-то задумки по продвижению, ваши планы, причем такие глобальные планы, а нам не случайно, наверное, выпала десятка мечей. Есть что-то в вашем прошлом, что не нужно повторять, мои дорогие. Дать возможность уйти. Тут дважды, трижды, наверное, прошлое пытается от вас оттолкнуться. И тогда по верховной жрице здесь мудрости нас призывают. Вообще вот весь этот ряд. Сложный такой триплет может также еще и означать, что вам приходится делать выбор очень быстро. Может быть, он и касается как раз вашей личной жизни или вопросов пары. Для кого-то из вас вот эта трансформация может быть связана все же с планируемым переездом, или этот переезд вы недавно осуществили. Есть что-то, то, что вам нужно оставить в прошлом. И у кого-то это прошлое или то, что нужно оставить, будет касаться вопросов, опять же, личной жизни, любви, нужно с чем-то разобраться. А у кого-то это может быть вот именно перемещение, может быть куда-то далеко, либо по работе. Ведь старшие арканы могут свидетельствовать о разных сферах жизни. Ну и пусть это вопросы даже работы, или труда, или бизнеса вашего, да, какой-то занятости. Но это уже четкое понимание, что как прежде оно не будет, а вот дальше еще пока непонятно. Вот это неуверенность. И вроде как ничего не меняется, да. Были одни планы, а тут вы можете, мои дорогие овны, ну, где-то на протяжении июля, августа думать, что непонятно, куда иду. Потому что то, что я хотел бы или хотела осуществить, к этому предпосылок нет. Явно что-то требует доработки, либо нужно несколько мне самому переориентироваться или самой, с учетом тех обстоятельств, которые присутствуют в жизни на самом деле. Вот давайте мы спросим, а что же у вас с дороги? Перемещения, поездки, путешествия. Каковы они? Вторая половина июля или конец даже июля и август. Давайте посмотрим. Что же тут на перемещение, на какой-то драйв? Ну вот опять нам карта говорит умеренности. Тут пока ты выше головы не прыгнешь. Ситуация более такая статичная. Она ни разу не говорит о том, что с места в карьер вы куда-то побежите. Но эта карта говорит, мы должны быть наготове. Тут всему свое время, мои дорогие. Тут есть какие-то обстоятельства, да, действительно, сложновато. Что-то хотелось осуществить, а вот вроде как нет. Энергия этому не способствует. Или энергии времени, обстоятельств, опять же, у каждого по-своему. Но вам это прекрасное время для того, чтобы уделить внимание собственному имиджу, здоровью, где-то отдыху, мои дорогие. Обе карты об отдыхе. Какая-то перезагрузка вам совершенно или отдых вам необходимы. Нужно набраться сил, потому что уже где-то ведь карты нам сказали, подожди, все-таки какая-то новость будет или информацию ты получишь. Всему свое время вторит карта. И здесь ведь тоже, посмотрите, самые серьезные карты, которые свидетельствуют о трансформации. Так что же там по поводу дорог, путешествий? Ох, как хочется, мои дорогие. Вот правда, вас что-то останавливает. Пусть самый такой банальный у нас получился расклад, который вас, мои дорогие овны, поворачивает к вашим победам, к вашим завоеваниям, когда нужно
укрепиться или самого себя похвалить, может быть, даже отчасти чем-то побаловать и привести в порядок как и мысли, так и где-то тело, может быть, да, вот тоже надо отдых, чтобы не было как и эмоционального выгорания, но так и не было какой-то усталости через меру. По 15-му аркану, и если мы говорим путешествие, да, тут именно желание куда-то перемещаться или оказаться в нужном месте, или оказаться с конкретным человеком. Но пока две карты об этом не говорят, что, по крайней мере, первая половина августа или окончание июля тут что-то будет происходить. А вот давайте мы узнаем, а что же на пороге, ближайшие события? Много старших арканов, аркан справедливость. Тут у вас все по судьбе будет. По аркану справедливость, может быть, какие-то документы должны предшествовать, как подготовка, оформление, подписание, может быть, у кого-то виза, а вот именно и виза стопорится. Вот я такое могу предположить. И вы не можете получить разрешение на выезд, или вы не можете какую-то бумагу другую важную получать. Вот я вижу, что тут либо на вас обстоятельства влияют, либо, правда, какой-то регламент. И по справедливости, опять же, карта говорит, тут всему свое время. Отчасти эта карта будет и говорить о том, что нам не откроются дороги, пока мы не завершим какое-то дело из прошлого. Не получится вот такой квантовый скачок сделать. Потому что, ну вот как сама судьба нас немножко приостанавливает. Нам есть какие-то вопросы, которые требуют доработки. Ведь по аркану справедливость, юстиция – это всегда есть причина и следствие. И если мы сделали что-то хорошо, ну не волнуйся, все в свое время. Тебе, как вселенная, пусть руками других людей, но будет у тебя эта возможность или помощь чья-то. А если мы сделали что-то не очень хорошо или банально что-то не доделали, не дорешали, не подвели вот еще какую-то черту, для себя все не расставили по полочкам, не разложили, да, тогда и мы вынуждены опять заниматься каким-то вопросом. Вот понимаете, есть какая-то тема, мои дорогие, для того, чтобы, вот если мы говорим ближайшие события, да, для того, чтобы вот именно осуществить ваше какое-то намерение. Может быть, даже из других сфер жизни вам нужно упорядочить свою жизнь, причем сделать это как-то в согласовании с законом. Так что же там ближайшие события? Вы не волнуйтесь, действительно всему свое время. Туз Пентаклей – это возможности. И у кого-то конкретное решение вопросов по части финансов, а у кого-то получение важных бумаг, документов, согласований. У кого-то ведь может быть история, когда вы ищете работу. И я не могу сказать, что вы вот прямо без работы сейчас, хотя, ну, может быть, кто-то и работает там, ну, по договорам, договор, допустим, закончился, да, или вы работаете по контракту, контракт заканчивается, например, или вот только что закончился, уже есть какие-то победы, но тут идет еще и какая-то перезагрузка. И если вы ищете работу, то вам нужно, возможно, рассмотреть какие-то новые сферы деятельности. Пусть даже ваша профессия, мои дорогие овны, но переложите ее в какую-то новую концепцию. Вы профи, это точно, в каком-то вопросе. Но, значит, нужно... Раньше, допустим, вы искали в одной сфере именно деятельности или в одном роде деятельности, ну, к примеру, бухгалтер. Считали вы что-то, вот эту бухгалтерию, ну, допустим, в медицине, в просвещении, а вы поищите в строительстве, ну, вот что-то такое. Вполне вероятно, вам придется чему-то обучаться, но для вас это своего рода как шанс. Туз Пентаклей – это шанс именно. И нам говорят, тут ты уже все, что мог, ты сделал. Ты уже что-то прошел. Не пытайся заново, как в реку, войти дважды. Это все равно будет какой-то стопор, и тебя будет все время отбрасывать назад. Поэтому какая-то перезагрузка, может быть, мои дорогие овны, пространство, вселенная, почему нам говорят, тут всему свое время, вам дает такой период, когда вы себя как в новом деле должны попробовать. Или ваши умения, таланты, творчество, мои дорогие, ну вот тоже в каком-то новом ключе сделать. И это вам как будто по судьбе. Ладно, что же еще ближайшие события, что у вас на пороге? А ведь правда, по пажу Пентакли мы чему-то учимся. И пажи – это добрые такие ученики, надежные люди, но это какой-то медленный прогресс. Не будет тут квантового скачка, мои дорогие. По крайней мере, в ближайшее время. Но вот что-то изучать или рассмотреть для себя новые возможности – шикарное, я бы сказала, время. Здесь не столько в скорости
важно ваша задумка или ваше дело, сколько как вот в надежности. И даже если мы по работе или по бизнесу, все-таки две пентаклевые карты, первая справедливость, явно тут присутствует какая-то тема, откуда к вам приходят деньги, каким образом вы зарабатываете. Может быть, и как вторичный доход. Ты вот не торопись, может быть, есть работа, но она не приносит вознаграждения такого, как вы бы хотели. И вот эта пауза вам дается для того, чтобы вы для себя именно как вторичный доход. Пусть вы будете работать на дому или будете осваивать какие-то новые цифровые технологии, что-то даже с нуля. Ведь, по сути дела, туз Пентаклей– это начало, и Паш Пентаклей– это тоже, это действие конкретное, изучение. И здесь как будто по справедливости вам будет пространство, мои дорогие, Вселенная помогать в каком-то новом начинании или в какой-то реструктуризации вашего бизнеса, вашего личного дела. Поэтому мы можем тут что-то очень страстно хотеть, желать, а вот нас останавливает Вселенная, наверное, или высшие силы, назовите как угодно, в небесном расписании, ну, где-то предусмотрено определенная какая-то перезагрузка. Вот действительно у вас как развилка, вы можете так ощущать. Но не та развилка, когда скорость, а здесь наоборот, та развилка, когда мы останавливаемся. Ну вот, наверное, как-то так. Давайте мы узнаем, что будет в отдаленном будущем. К чему все это идет? К чему все это идет? Сейчас нам сказали, ну хорошо, пауза. Смотрите, тут прям какая-то история, которую мы должны пройти. Все-таки страшный суд– это опять старший аркан, и это сила возрождения. С одной стороны, это освобождение, но быстро это, понятно, тоже не происходит. И еще одна карта, которая нам говорит, не оглядывайся назад. Вот, может быть, какой-то сложный был предыдущий период по аркану башни, тут и сомнения, тут, если вы понимаете, что-то должно от вас уйти, так вы это и не удержите. Тут надо, чем быстрее мы примем какую-то реальность, тем быстрее вот это перерождение будет. Тут и по страшному суду нам говорят, выздоровление ведь, по сути дела, освобождение от горя, от страданий, от внутренней боли. И тут у каждого какие-то свои вопросы. Вверху аркан умеренности. И поэтому эти процессы, они не бывают быстрыми, мои дорогие. Ладно. Что же там, что будет, к чему все идет в отдаленном будущем? Вот это ваша карта. Вот смотрите, я тут вижу очень такую интересную палитру в личной жизни, потому что все-таки выпала карты, точнее, которые нам показывают пару. Как и король жезлов, так и королева жезлов. Это словно пара, это люди, которые заодно. И где-то объединяет вот эта девятка чаш, и я могу предположить, есть тот человек надежный, пусть и в каких-то нюансах, вы не совпадаете во мнениях, но все равно вы смотрите в одном направлении. Вы где-то друг другу очень подходите. Может быть, этот союз в личной жизни, да, пара. А у кого-то это будет обозначать партнерские отношения по части бизнеса. Но по королеве жезлов, если мы говорим, к чему все идет? По сути дела, вы осуществите то, что вы хотите. Но ведь это тоже карта того человека, сильного, кстати, человека. Очень символично, что вам это выпала карта, потому что если вот выпадала Верховная Жрица, и нам говорили карта тайн или скрытности, карта молчания, здесь ведь тоже молчание, черный кот, который возле королевы, это говорит нам о том, что умеет уже королева хранить в тайне и свои секреты, и чужие. Она понимает, что счастье и любовь, достаток, любит тишину, и поэтому даже идею можно украсть или не стать, допустим, жертвой каких-то завистников. Здесь вот правда всячески вам молчание, мои дорогие, помогает. И правильно умеет работать с информацией королева жезлов и распоряжаться деньгами. По сути дела, это тот аркан в колоде Таро, который умеет правильно вести бизнес. Поэтому, может быть, не случайно вот все то, что я сказала по этим картам, какая-то перезагрузка у вас и происходит. Но она такая, знаете, я бы сказала, тихая, спокойная. Это больше аналитика, вы с чем-то определяетесь. Хотя в это время вы будете магнетизмом всегда определенным обладать. Или, может быть, мои дорогие мужчины, есть важная женщина в вашей жизни,
которой очень хочется быть, и перевод отношений на новый уровень. Ну, хотя я могу допустить тут и обратное. Может быть, это уже было какое-то расставание, и вы не можете чего-то вернуть. Или тут у каждого по-разному. Тогда все равно мы должны идти вперед. А если была какая-то история, когда остались незавершенные дела, вопросы, первая карта «Страшный суд» нам опять будет говорить, что-то из прошлого. Все-таки ты должен, ну, вот эту черту провести. Подводите итоги вы, мои дорогие овны, и строите планы на будущее. И опять нам карта говорит: не торопись, не спеши. Ладно, ну что ж, раз такой расклад у нас несколько неожиданный, хотя почему неожиданный, если мы берем планетарные транзиты? Вот давайте мы с вами спросим. Хорошо, что же там в августе? Чем дело кончится? Или просто достанем произвольно 3 карты? Что будет? Праздник, мои дорогие, будет. Всему свое время, это правда. Будет то, что вы будете продолжать. Карта говорит, вот тебе как раз, может быть, к концу августа или вторая половина потребуется легкость на подъем. Тебе придется через новый опыт адаптироваться к каким-то условиям, ситуации, словно примерять на себя одну возможность, вторую, может быть, и третью. Вот тут тебе будет скучать уже, Овен, некогда. Но и будет этот самый праздник. Но новое придется что-то пробовать, поэтому подготовьтесь к этому периоду. С кем-то правильно взаимодействовать придется. Придется, может быть, и держать, ну, баланс в плане дипломатии, общаясь с людьми. Все-таки двойка пентаклей – это жонглер, мои дорогие. Вот вам придется где-то и жонглировать. Кстати, по части денег не планируйте какие-то крупные траты. Ну, по крайней мере, тут внимание к деньгам. И вот посмотрите, тройка мечей. Ведь тройка мечей – это та карта, многие ее не любят, боятся, я наоборот, ведь это карта, опять же, выздоровления. Посмотрите, у вас по краям. Это всегда карта прошлого. Это то, что уже случилось, произошло. И в этой колоде мне нравится, как показано на карте именно сердце израненное, но оно уже заштопанное, оно не болит. Да, нам говорят, эти шрамы, они никуда не денутся, они останутся с тобой на всю жизнь. Они не будут болеть, но они могут ныть на погоду, скажем, да. И погоду я имею в виду обстановку какую-то, которая будет отдаленно, может быть, напоминать прежнюю историю. Но это нам дает определенное преимущество, потому что это точно. Вот старые грабли мы уже не найдем, потому что есть какой-то опыт, тяжелый опыт, но он для нас, это, знаете, как какой-то своеобразный зазор, предохранитель. Он нас не пускает совершить какие-то ошибки. И вот, кстати, вот этот период конца июля и, может быть, середины августа для вас и может быть еще, когда, ну, хочется быстрее, а не может. Вот я такое могу предположить. Вот так поэтому я могу сказать, что время выздоровления, нам ведь уже тут об этом не единожды сказали. Поэтому это раньше был вот этот сгусток боли. Или когда нам хотелось кричать, вот как девушка, изображенная на карте, она словно кричит, а все как мертво вокруг. Ничего ты не можешь тут исправить. Что случилось, то произошло, и у каждого по-своему. У кого-то это, правда, ситуация, может быть, связанная с предательством, у кого-то ситуация с внешними событиями, что-то разрушилось, что-то не состоялось, пошло совершенно вразрез с вашими планами. Но вот эта вот перезагрузка, она вам совершенно необходима. Видимо, вы выходите где-то к середине августа, я так вижу, совершенно другой личностью. Вот правда, я не побоюсь это сказать, очень много старших арканов. И поверьте, самые лучшие события будут уже где-то со второй половины августа пытаться войти в вашу жизнь. Но вы будете уже видеть другими глазами. Вот именно видеть другими глазами. Давайте карту совет одну достанем. Вот смотрите, это ведь карта счастья, карта радости, карта эмпатии, наполненности эмоций. И я могу сказать так. Вас может пространство, Вселенная, это не просто слова. Допустим, вы тут себе наметили, я, к примеру, какой-то драйв по части работы, а кого-то из вас жизнь может переключать на вопросы личной жизни. Или вы думали, перееду куда-то, да, а тут вам надо стабилизировать какую-то ситуацию в дне сегодняшнем. Или разобраться с вашим жильем там, где вы находитесь сейчас. Есть, значит, какие-то детали, нюансы, которые нужно еще доработать.
Для кого-то из вас тут вот именно переключение на другую сферу жизни – это и больше порядка одновременно, больше счастья, и ваше от вас не уйдет. Вот о чем нам говорит карта. Будь где-то и сам оптимистом, и даже если вот по этой тройке мечей оптимизм, как и юмор, нас переносит через пропасть собственного горя, разочарований и учит играть вот с этими сильными и, может быть, даже сложными эмоциями. Поэтому карта совет: у тебя все хорошо, но кто-то из вас вот эту победу как будто не видит или забыл. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. Спасибо, что смотрите мои видео, откликаетесь в комментариях, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.